Итак, всем привет! Если вы смотрели предыдущий обзор по DK Lab, я говорил, что у нас на ремонте есть еще одна тачка, вот эта вот черная, в которой сгорел мотор. Собственно, вот этот мотор. На роторе уже вскрывали его кишки, то есть, чтобы посмотреть внутренний мир. Здесь проблемка, собственно, в чем? Внутри отгорела половина щетки, и произошло короткое замыкание, в результате чего у человека еще сгорело два блока питания. То есть вот эти вот у него было две штуки, и два не сгорели. Собственно, сейчас вот вы видите тут от них потроха. Я пытаюсь их реанимировать, пока жду детальки. Вот одного, и вот вторая плата. Что, кстати, примечательно, это еще косячные платы, где было напряжение, то есть не то, что неправильное, а другой диапазон немного был. Вот. Ну и мотор вот этот вот, который производитель предлагает вам купить что-то там в районе $80. А я заказал, скажем так, похожий мотор, да, но за $20. Кстати, по качеству он гораздо лучше, в отличие вот от этого. То есть даже посмотрите на обработку. Это мотор за $20, а вот это якобы оригинал DK Lab за $80. Вот. Единственное, что надо проверить характеристики. Мотор на подшипниках, кстати, очень круто. Поэтому мы сейчас его установим, посмотрим скорость, сравним со скоростью данного мотора и как бы сделаем вердикт, можно ли использовать данный мотор для замены в случае чего, и не переплачивать $60 за якобы оригинальный мотор. Плюс, что я еще решил сделать, это перестраховаться и припаять самовосстанавливающийся предохранитель, чтобы в случае возникновения, допустим, короткого замыкания в моторе, не угробить блок питания. То есть, чтобы предохранитель сработал и блок остался цел. Потому что в самом блоке также нет никаких защит до сих пор. Вот, это, кстати, китайцам на заметку, что надо все-таки предусматривать защиты от короткого замыкания в блоке. Итак, собственно, тачка ж у нас разобрана. Сейчас нам предстоит закрутить и запаять мотор. Здесь, кстати, я исправлю момент, вот что я говорил в предыдущем обзоре по вот этим вот гужонам коническим, да. Я поставлю свои с плоской шляпой, то есть, точнее, с плоским концом, чтобы не было этой конусности. Ну и в целом мы сейчас запаяемся и проверим, как оно будет все в работе. Так, мотор мы установили. Единственное только, что я прошляпился с вот этими винтами по той причине, что не ожидал увидеть в китайской машинке винты с дюймовой резьбой. Поэтому вот эти вот два гужона я просто притупил концы, чтобы они не были острыми. Вот, собственно, сам мотор стоит. И, как я и говорил, назад поставил предохранитель. Надеюсь, в случае ЧП он спасет блок питания. Сейчас наша задача предстоит в том, чтобы проверить, насколько схожи по скорости вот этот оригинальный мотор был и тот, что я поставил. Так, оп, оп. Вот наш диск, который использовался в прошлом обзоре, и мы будем его использовать и здесь. Так, приступаем к замерам скорости. Все тот же диск из первого обзора. Выбираем 5 вольт, ставим машинку подальше. Наш тахометр, стреляем. 5300, скажем так, 5346, было 5100 на оригинальном. Так, 6 вольт. 6 вольт. Так.
6400, там было 6200. То есть разница пока где-то в районе 200 оборотов. 7 вольт. $7500, там было 7200, то есть еще плюс 300. Ну и максы, то есть 12 вольт. Было 12500, напомню, на оригинале. Так, здесь все 13 тысяч. То есть этот мотор чуточку шустрее получается. Но по сути это все компенсируется рабочим напряжением. Да и на таких скоростях особо там никто и не работал. То есть если в среднем люди писали, что работают там на 8-9, то вот девятка вам выдает он 9700, что в принципе достаточно хорошая скорость. Ну и восьмерка 8600. В целом, я считаю, что мотор этот можно использовать. Тем более, что EZ его используют в своих тачках роторных. Поэтому не вижу смысла покупать у продавца мотор за $80, если можно поставить аналогичный, считайте, за 20-ку. Вот как-то так. Ну, по сути, что? Нам остается все это дело до кучи собрать, да и все. Пожалуй, сборку показывать не буду. Суть сугубо в замене мотора. То есть имейте в виду, что можно поставить мотор дешевле, если вдруг у вас есть такая машинка. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.